Всем огромный привет! Сегодня немножко хотел рассказать про пакеты и сетки ПВА для ловли карпа. Значит, у нас тут, сразу оговорюсь, я живу в Аргентине, нигде здесь у нас не производят эти пакеты, так что мы их ищем где только можем. Я думаю, в других странах, может, это вообще не проблема с этими пакетами ПВА. А у нас проблема. Значит, я их, сразу говорю, купил вот по AliExpress, вот эти вот. Сейчас мы их рассмотрим. И эти мне привезли подарок с Украины. Какая у них разница, сейчас все расскажу. В последнее время я начал показывать много видео с использованием этих мешочков ПВА. И очень-очень результативная рыбалка. Сразу скажу, что поклевки в разы больше. То есть размеры, которыми я пользуюсь в основном. То есть вот возьмем сначала китайские мешочки. Я купил на AliExpress. Конкретно продавца не называю, потому что ни за одного гарантировать не могу. Думаю, что стоят они очень дешево и куда доставка идет нормально, то нет, никаких проблем не будет. Так что у любого. Факт в другом. Я, к примеру, брал вот эти, использую больше всего вот эти большие. То есть вот здесь ширина 10 сантиметров и здесь их высота 15 сантиметров. Кажется большой, но я использую так, что я беру большую кормушку, большую пружину, на которую одевается тесто. И оно получается довольно большая штука. Потом с пенопластовыми шариками вставляются крючки в тесто. И это все опускается еще в этот мешок ПВА. И таким образом получается, мешок должен быть большой, чтобы сюда много опустилось. Рядом всю эту пружину с крючками, с тестом, со всем я забрасываю комбикормом для цыплят. То есть, ребята, вот попробуйте, у кого есть возможность доставать обычный комбикорм для птицы, попробуйте вот его использовать вместо сухой прикормки. И вы увидите, что это ничуть не хуже любых покупных вот этих всех прикормов. Туда почти ничего не надо добавлять. Если это прикормка, комбикорм для цыпля самое то, что нужно. Значит, обсыпаю мешочек, весь засыпаю сначала пару ложек вниз, потом вставляю пружину, потом снова засыпаю все с головой комбикормом для цыплят, заклею и забрасываю. Это самый лучший результат. Маленькими пользуюсь меньше. Почему маленькими пользуюсь меньше? Потому что туда вот эта вся байда не влезет. Очень она уж большая. Туда можно пользоваться меньшим, если вы будете ловить. Меньше имеется в виду 7 на 14. 7 на 14. Если вы будете ловить на вот такую корейскую пружинку, к примеру, у меня есть на канале, что это за корейская пружинка. Она гораздо меньше получается, и туда она залазит в середину, и можно пользоваться. Если вы будете ловить просто на бойл, потому что получается, что можно задвинуть только бойл с крючком и с грузиком. Тоже это занимает мало места, и хорошо можно обсыпать этой прикормкой, и это будет превосходно. Вот это тоже очень нормальный вариант, меньшенькие, да? Теперь. Вот украинский вариант. Мне привезли в подарок. Такие вот по 10 штук. Не знаю, кто в Украине, наверное, они все это знают, но есть другие страны. У нас, к примеру, в Аргентине никто о них не знает. Они еще меньше, они 70 на 100. То есть как раз подойдут для бойлов. Но хорошую кормушку ты сюда не задвинешь. Но они и отличаются немножко своей формой. То есть если мы достанем, понятно, эта же бумажка отрывается и используется как, скажем так, для засыпки корма. Вот так ее согнул, тут же задвинул в мешочек и засыпаешь корм, все ложишь, потом ее вытаскиваешь и завязываешь. Вот есть инструкция, как это применяется. И написано, что они более крепкие. Может быть. И еще я заметил, что у них есть завязки, и еще я заметил, что у них есть отверстия. Не знаю, в китайских отверстий нет. В этих есть. Вот отверстия, 9 штук, 3 на 3 пробитые. Надеюсь, вот так вот будет видно, что там есть отверстия. Да. Теперь. Вообще-то очень результативная штука, рекомендую. Кто хочет ловить карпа, белую рыбу, которая, ест прикормку,
все-таки в разы это увеличивает. Не жалейте прикормки на рыбалке. Это все ерунда. Кто там думает, что он там забросит один маленький шарик и будет ждать здоровенного карпа. Нет. Не закормите, не приплывет никакой здоровенный карп. Это будет только случайность, которая там произошла у кого-то раз в жизни, у кого-то 2 раза в жизни. Если он там случайно проплывал и увидел, может и да. Но по-нормальному надо использовать вот такие вот всякие мешочки, закормочные ракеты, еще что-нибудь. И только тогда можно надеяться на то, что туда что-нибудь приплывет нормально и начнет там шустрить, и вы его сможете поймать. Так что вот про такие мешочки я рассказывал. Пользуйтесь, ребята, очень-очень полезная штука. Еще в этот мешочек можно забросить тот самый, как брикет такой, наподобие вот таких брикетов. Они тоже заходят хорошо, наподобие вот таких брикетов. Это сухой брикет для ловли карпа, который сделан тоже в основном из комбикорма, в основной своей массе, и связующие, чтобы он, ну, как бы был брикетом, чтобы он не развалился. Если в него задвинуть сладкий сахарный сироп, скажем честно, если в него задвинуть крючки, задвинуть такую мешочек, обсыпать прикормкой комбикорма для цыплят, это будет самый тот результат, что нужен. Еще можно использовать, вот у меня есть, я мало использовал, теперь надо будет попользоваться вот такими сетками. Сетки тоже купил по Алиэкспрессу. 4 размеров идут, 18 мм в диаметре, 25, 37 и 44. Вот это вот 37, вот это 25. То есть я взял 2 средних диаметра, купил. Очень удобная штука, но сюда уже ты не задвигаешь ничего, а просто эту сетку набиваешь сухим кормом. То есть завязываешь хвостик. Здесь есть трубка и такая штука, чтобы заталкивать корм. Набиваешь сухой корм, проталкиваешь, завязываешь такую колбаску и обрезаешь ее и цепляешь просто на крючок. То есть она, вот эта сетка, она просто прицеплена к крючку. Ну, то же самое получается. Когда она упадет и дойдет до дна, за это время она уже успеет раствориться. И практически просто вокруг вашей крючка с наживкой будет лежать прикормка. Очень удобные штуки. Стоят дешево. Последний раз я вот купил. Мне еще в страну пришли, но еще на таможне лежат. Таможня еще, как говорят, не дала добро. Надеемся, что даст, и я их скоро получу. Но в принципе, на данный момент выходило таких где-то 200 мешочков. Вот 200 мешочков таких выходит где-то около $10. Я считаю, это очень даже недорого. И для хороших рыбалок, удачных, это можно покупать. Сейчас покажу, где и как я их нахожу, эти мешочки, для тех, кто первый раз их видит. И хороших вам рыбалок.